семей храп – это настоящий бич, который иногда может даже стать причиной развода. Тут ничего не помогает, даже беруши. Оказывается, у храпящих людей тоже не все в порядке со здоровьем. О том, чем опасен храп и как от него избавиться, расскажет мой гость, заведующий отделением медицины сна Роман Бузунов. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Многие женщины настрадались от этого явления, как храп. Ну, не надо сразу так обижать мужчин. Женщины тоже, бывает, храпят. Правда. Хотя реже, чем мужчины, но храпят. Правда. Причины храпа разнообразны, порядка 10 причин храпа. Прежде всего, это избыточная масса тела. Второе, это, к сожалению, такой вот нездоровый образ жизни. Алкоголь, сигареты. Это проблема лор-патологии, большие миндалины, хронический тонзиллит. То есть нет одной причины храпа. Иногда достаточно 5-6 килограмм сбросить, и человек перестает храпеть. И даже не надо как-то там что-то отрезать у него, да, какие-то операции сложные делать. Просто банально снизить массу тела. Не выпивать на ночь алкоголя. Не выпивать, да, с утра прямо, да. Действительно, за 4 часа до сна желательно не употреблять алкоголь. И не курить. Причем, что можно сделать? Ну, в идеале бросить курить. Или уж в крайнем случае за пару часов до сна не курить. Не курить в том помещении, в котором спишь. И после последней сигареты брать столовую ложку растительного масла, тщательно пополоскать глотку и выплюнуть. Масло хорошо смывает вот эти вот всякие смолы, которые осаждаются на глотке и дают отек, дают воспаление и утяжеляют храп. Я могу предложить еще один народный способ борьбы с храпом. В ночную рубашку храпящего супруга нужно зашить теннисный мячик в районе спины. Потому что храпят ведь обычно лежа на спине. Спать на мячике, сами понимаете, неудобно. В результате мы избавляем от храпа и себя, и своего супруга. Похож на бульдозер. Я сейчас. Не ходи. Это бабушка мечтает. Он может разрушить семью, а друзей сделать заклятыми врагами. Храп. От него не застрахован ни стар, ни млад. Храп – это сигнал болезни. Импотенция, инфаркт и инсульт – его ближайшие соратники. Хыр-хыр, хыр-хыр, хыр и тишина. Бывает, до 2 минут нет дыхания. Потом вновь хыр и машина запущена. Вот это вот явление, остановка дыхания во сне, слип-апноэ, очень печальная и серьезная вещь. Ну, прямо как каменный век, понимаете, по сравнению с этой восточной медициной. Там ведь знаете как, вот иголочкой тюк-стык и все. А, не берет. Точно. А мне тут башка дышит и все, больше ничего. За свою жизнь каждый человек хотя бы один раз храпел, сам того не замечая. И только окружающие были не в восторге от ночных рулад. Кстати, сильный храп может достигать 112 децибел. Это сравнимо с мощностью сирены для отпугивания воров. Храп является следствием так называемого глубокого и шумного дыхания. В медицине этот термин обозначен как гипервентиляция легких. То любой человек, который во сне в силу различных причин начинает шумно и глубоко дышать, в итоге может захрапеть. Причины храпа хорошо изучены. Здоровый человек в состоянии покоя пропускает через легкие 5 литров воздуха в минуту. Храпящий в 2-3 раза больше. И вот такое как бы необоснованное увеличение общей вентиляции легких вызывает отек мягкого неба и задней стенки носоглотки. Если человек лежит на спине, то отекшие мягкие ткани западают и просто большим воздушным потоком колышутся, создавая характерный звук храпа. Заклеивание рта пластырем, свист и прищепки на носу – это ухищрения, способные ненадолго образумить храпящего. Но лучшим лекарством все же является физическая активность. Спорт и фитнес-нагрузки – вот что может по-настоящему спасти этот мир от свинячьего похрюкивания. Роман, какие могут быть последствия для храпящего человека, если никак не лечить, не бороться с храпом? Храп, в принципе, может быть неосложненным. То есть человек может сильно храпеть, громко храпеть, но при этом замечательно высыпаться. И кроме как, соответственно, окружающим, себе никак не вредить. Да. Но в этой ситуации, кстати, чтобы убедить человека, который храпит рядом с вами, что это проблема для вас, можно что еще посоветовать? Взять диктофончик или даже просто на телефон записать храп партнера. А когда он заснет,
положить возле уха этот телефончик и включить. Потому что когда вы просто говорите человеку, ну не храпи, он говорит, а я ж так и не храплю, и вообще почти нормально сплю, и не мешай мне То есть вы спать. хотите сказать, что когда человек храпит, он не слышит? Он практически себя А не если слышит. его же храп записать на магнитофон, Да. то он проснется? Да, то он проснется вот так, как ему будет, как вам мешает храп, так и ему будет мешать свой же храп. В чем бывает серьезная проблема, это когда не просто храп, а так называемый синдром обструктивного апноэ сна или болезнь остановок дыхания во сне. Ух ты. Когда окружающие не просто видят равномерный храп с каждым вздохом-выдохом, а когда человек храпит, потом возникает пауза. Причем человек пытается дышать, такой, какие-то попытки создаются, 10, 20, 30, 40, 50 секунд человек может синеть начинать. И потом следует громкое всхрапывание. Вот это уже опасная ситуация, фактически это острые остановки дыхания, связанные с полным спадением дыхательных путей на уровне глотки. И так может быть 300, 400, 500 эпизодов за ночь. Человек может 8 часов спать, а из них 3-4 часа вообще не дышать. Кошмар. И представьте себе, это тяжелейший недостаток кислорода. Но это лечится? Да, это лечится, мы должны оценить степень тяжести. Да. Мы определяемся с причинами. Если это гигантские миндалины, если нос не дышит, то это оперативное лечение. Если это не осложненный храп, то можно вмешаться на небном язычке, и мы тоже получим достаточно хороший эффект. Если мы хотим ситуационно облегчить храп, ну, например, поезд, гостиница, больница, бывает такая ситуация, да? Что можно применять? Есть такие интересные полосочки. Может быть, кстати, видели на спортсменах иногда хоккеисты, бегуны, на носу полоска. Да. Вот такая, да? Видела. Я думала, что это ранку заклеили. Нет, это такая клеящаяся специальная пружинная полоска. Вот видите, удаляются лепесточки. Да, соответственно, она наклеивается на нос, пытается распрямиться и разводит крылышки носа в стороны, существенно облегчая носовое дыхание. И, кстати, да, нос начинает гораздо легче дышать и облегчается храп. Ну и уж если мы говорим о пациентах действительно с тяжелой формой болезни, вот с сотнями остановок дыхания во сне, вот тогда уже применяются специальные дыхательные аппараты. Тогда мы берем такой, Боже мой, это уже просто как в реанимации. ну, фактически это вспомогательная вентиляция легких. То есть этот аппарат, маска одевается на нос, включается в розетку и подает поток воздуха и раздувает механически дыхательные пути. О, Роман, спасибо вам огромное. От лица многих телезрительниц, я уверена, и телезрителей тоже, как мы выяснили.